Громко. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас в Московском музее дизайна. Вот уже целый год, каждую неделю мы проводим лекции об истории дизайна, о современности дизайна. И вот сегодня мы пригласили Ксению Григорьеву, искусствоведа, гида прекрасного проекта «Москва глазами инженера», рассказать нам о модернизме середины века, о том, как этот период отразился в советском дизайне. Приглашаю вас после заглянуть на выставку и поблагодарю президентский фонд культурных инициатив, без которого и выставка, и образовательная программа были бы невозможны. Ксении, передаю слово. Да, хорошо. Да, друзья, всем добрый вечер. Здравствуйте. Как у вас настроение? Хорошее, замечательно. Меня зовут Ксения, собственно, Ксения Григорьева. Действительно, я искусствовед, но я вам признаюсь, что большую часть своей профессиональной карьеры я занималась именно историей архитектуры, и последние 5 лет я увлеклась историей дизайна, потому что поняла, что заниматься только архитектурой достаточно скучно, потому что ты не понимаешь всей полифонии, которая происходит с человеком, когда он в этой архитектуре начинает жить и существовать. И вот было интересно посмотреть, собственно, здание — это хорошо, а на какой кровати человек будет спать, на каком стуле он будет сидеть, как организовано пространство и как человеческое мышление на него реагирует. И сегодня мы будем с вами говорить про эпоху модернизма. Действительно, будем говорить про 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Лекция у нас такая достаточно обзорная. Для чего? Для того, чтобы вы сложили себе полную картину мира, и потом, попав, например, самостоятельно на экспозицию замечательную, за моей спиной уже могли с чем-то разобраться. Какие-то объекты в моей лекции, они повторяются, точнее, наоборот, объекты в экспозиции повторяются в моей лекции, и я их обязательно прокомментирую. Но без длительных предисловий. Одна из тем в истории модернистского дизайна, которая мне крайне нравится, для простого человека выходило очень много замечательных книжек, как вот книжка у меня на открывающем слайде «Новые образцы мебели». То есть любой человек теоретически мог открыть эту книжку и посмотреть, как ему оформить собственную квартиру. То есть какая мебель ему подойдет для новых квартир. Мы с вами, безусловно, поговорим о массовом жилищном строительстве, потому что, в основном, такое серьезное количество мебели ее делали, конечно, под определенные планировки и определенные пространственные идеи. И это мне показалось любопытным. Но вот, наверное, сейчас, если бы я попыталась провести какую-то современную аналогию, каталоги Икеи — это примерно то же самое. То есть Икею, правда, купить намного легче. Эти книжки более теоретические, но вот у них еще названия часто бывали красивые, например, о красоте жилища. То есть вот ты въезжаешь в новую квартиру, представьте утопическую такую картину, ты въезжаешь в новую квартиру, у тебя есть книга, которая вот такой, некий гайд, говоря современным западным языком, гайд всего подобного. Но отправляемся в самое начало, отправляемся в 50-е годы, когда начинается эпоха оттепели, и появляется вот эта потребность в массовой и мебели, вообще в дизайне как таковом. Занимались не только мебелью. В качестве открывающего слайда я решила показать вам замечательный логотип журнала «Юность», который, на мой взгляд, является неким символом оттепели. Логотип совершенно очаровательнейший. А если отправляться в историю? Когда мы отсчитываем эпоху модернизма? Хронологически мы отправляемся в середину 20 века, в 1955 год, когда Никита Сергеевич Хрущев сначала читает, а потом уже и записывает такой свой доклад об устранении излишеств в архитектуре. И с одной стороны, вроде бы вот это постановление, оно исключительно про архитектуру, но архитектуру мы понимаем с вами в широком ключе. То есть если у нас нет колонн с капителями и какой-нибудь лепнины на фасаде, то уж тем более никакой лепнины у нас не будет во внутренних помещениях. Поэтому на внутренний дизайн интерьера это, безусловно, тоже будет сильно влиять. Что точечно происходит с архитектурой и пространством? Как я уже сказала, никакой лепнины, никаких лишних украшений декоративных. Главные любимые материалы архитектуры — это сталь, стекло и бетон. И именно такие интерьеры будут формировать, такие материалы будут впоследствии формировать интерьеры. Основные пункты такого дизайна мы с вами сегодня тоже соберем. Но что вы уже видите на картинке, много стекла, много света. Свет как никогда воспринимается в качестве строительного материала, поэтому освещению будут уделять очень много внимания. Но при этом есть такой забавный момент, который мы с вами обсудим, но подробно сегодня на нем останавливаться не будем. Помимо лаконизма интерьеров, в интерьерах, особенно общественных зданий, знаете, чего будет много? Искусства, соцреалистического искусства, каких-нибудь мозаик, каких-нибудь фресок, и они будут про пропаганду, конечно. На примере павильона, я показываю вам павильон современный с выставки Всемирной. Почему это очень здорово?
вот на Всемирной выставке что происходит? Самое главное и про дизайн, и про архитектуру, и про искусство мы показываем на мировой арене. Да, это очень важная была такая точка. Но что происходит реально в городе? Да, сначала говорим про общественные здания. Это не массовый, конечно, дизайн, но тем не менее уже есть всякие важные моменты. Мы возвращаемся к опыту авангарда, к опыту 20-х и 30-х годов. Отсюда некая стерильность, простота, лаконизм и сложная геометрия. Как это отражается в интерьерах? Давайте посмотрим интерьеры замечательного Дворца пионеров. Будем двигаться по пунктам, которые я вам перечислила. Итак, монохромность цветовой гаммы. Вот монохромность — это очень важный пункт. Это не значит, что все будет одного совсем цвета, нет, но будет некая придержанность одной единой цветовой гаммы. Что еще? Открытая композиция. Вот как здесь в ЦДХ. Представляете себе? Вот давай, ЦДХ, я по привычке сказала, что ЦДХ, да, в Новой Третьяковке, конечно. Значит, оглянитесь вокруг себя. Вот открытый план — это вот такое пространство, когда вы находитесь в одной точке, но из одной точки вы можете, например, видеть, ну вот там книжная гостиная, там вы видите вестибюль, пространство перетекает, оно меняется. И это тоже очень важная точка. Больше она работает, конечно, не в квартирах, а в интерьерах общественных зданий, но тем не менее пункт очень важный. Далее, геометрия. Строгая геометрия, иногда она бывает очень интересной. Например, в Дворце пионеров мы видим геокупола, такие стеклянные, освещающие внутреннее пространство, и появляется очень красивое такое скульптурирование пространства с помощью дневного света. Что еще мы видим? Зимний сад, конечно. Зимний сад. Это кажется нам сейчас такой, ну, не обращаем внимания на такие детали, но это очень важный пункт, потому что в библиотеках, в дворцах, ну, я имею в виду в таких общественных дворцах, зимние сады, фонтаны, они, конечно, тоже станут очень важны. То что еще? Стирание границ между внешним и внутренним пространством. Сегодня мы это не так чувствуем сейчас, потому что, например, у нас достаточно темно на улице. В дневное время это работает, конечно, сильно лучше. Свет я уже прокомментировала. Монументальное искусство тоже, да, некая пропаганда. И в конце важный такой пункт — унифицированные элементы. То есть очень важно прийти к некой стандартизации. В идеале в процессе это приведет к стандартизации мебели, к стандартизации освещения и так далее. Вот эти пункты нам очень важны. Из крупных сооружений того же времени что интересно посмотреть? Ну, Государственный Кремлевский дворец, дворец съездов, это важная архитектурная точка. И, знаете, ну, давайте так подумаем, Кремль был закрыт. А что делает Никита Сергеевич Хрущев? Он его открывает для населения. И, то есть каждый человек может попасть на территорию вот этого важного исторического кластера. Там строится здание нового правительства. То есть Никита Сергеевич Хрущев, как любой уважающий себя император, строит себе некий форум, да, где будет собираться именно народ, и его народ в том числе, потому что людям, вот как они говорят, смотрите, дворец съездов — это здание, куда все могут ходить. Да, конечно, когда какой-то съезд, оно закрыто, а так там проходят концерты и разные мероприятия. Елки, например, там будут проходить, да, в тему Нового года. Соответственно, любому человеку это пространство доступно. Мы проектируем новую архитектуру и новый дизайн не для себя. Мы проектируем его для вас. Поэтому еще и книжки будем издавать, фильмы замечательные будут снимать про самые разные мебельные выставки, чтобы вы понимали, для вас формируют новую, удобную реальность, о которой мы будем говорить сегодня достаточно подробно. Там уже, конечно, была мебель. Сказать, что это массовые проекты мебели, мы еще, естественно, не можем. То есть это было все сделано при проектных институтах, и это было сделано специально под одно конкретное архитектурное сооружение. Но мы уже видим здесь как минимум вот эту стилистику, которую мы называем модернистской. Во всем мире ее называют mid-century. Возможно, вы слышали это словосочетание. Стиль дизайна, да, середины 20 века. То есть у нас такая низкая мебель, она удобная, эргономичная. О человеке думают очень много, и мне кажется, это важно. Это вообще суть дизайна. Сделать не просто какой-то стул, а сделать стул удобным. Подумать о проблеме человека до того, как человек сама не подумал. Ну, например, чтобы вода не расплескивалась, когда вы из чайника ее наливаете в чашечку, чтобы стул был удобным, чтобы диваны и, ну, вот что у нас это, кресло называется, господи, слово какое забыла, и кресла были достаточно близко к земле, чтобы ты мог в них расслабиться. То есть вот такие вещи, невидимые категории, определяют на самом деле качество дизайна. И это не моя мысль, я ее прочитала в замечательной книжке, правда, зарубежной, у Дона Нормана, очень я ее люблю. И там он говорит следующее, что дизайнер должен понять проблему человека до того, как человек сам понимает эту проблему. И на 90%, даже нет, 90%, нет, я вот, знаете, скажу так смело, на 100% это то, чем занимались советские
советские дизайнеры. То есть они изучали человека и строение его тела, и пространство, в котором будет находиться этот дизайн, для того, чтобы предложить оптимальное, комфортное решение. Вот здесь фамилия замечательного человека Константин Бламериус. И что самое главное, мне кажется, происходит сейчас, в наше время, советским дизайнерам возвращаются имена, потому что очень часто в каталогах они не пишут фамилии, пишут название какого-нибудь проектного института, фабрики и так далее. И вот имена возвращаются, и в том числе спасибо большое Музею дизайна за то, что это происходит сейчас так часто и так подробно. Итак, что еще, о чем еще важно поговорить? Да? Строятся новые крупные общественные здания, которые, естественно, задают некий тон и для архитектуры, и дизайна. А еще начинается оттепель-то какая? Связь с миром. Падает железный занавес, начинается некая эпоха оптимизма, и связи с Западом будут достаточно сильными, и в том числе, когда мы говорим про дизайн, об этом важно упомянуть. И одну историю, я думаю, что мы знаем все очень хорошо, как мне кажется, у меня бабушка очень любит ее вспоминать, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и тут, конечно, дизайнерам нужно было постараться, нужно было придумать и фирменный стиль, и новый транспорт, и, как мы сейчас модно с вами говорим, сувенирку тоже под все это дело, для того, чтобы Всемирный фестиваль молодежи остался в памяти, и вообще мы не только нашему населению показали, что у нас есть хороший качественный дизайн, замечательное вообще умение организовывать массовые мероприятия, комфортная городская среда. То есть не только своим показываем, но еще и иностранцам, которые приезжают. Поэтому, конечно, проект крайне важен. Но есть более юмористические истории. Я их воспринимаю так, уж простите меня, может быть, за это тривиальный несколько подход. Значит, прошли 2 выставки. И это были такие гостевые выставки, такая дружба народов. Значит, у нас прошла американская выставка в Сокольниках, а в Америке прошла выставка достижений СССР. И это все было в 1959 году летом. В июне 1959 года в Америке прошла выставка про, собственно, жизнь в СССР. И там было очень много посвящено нашему дизайну. И, как вы можете обратить внимание, космосу. Главное, чем мы гордимся, это, конечно, космос. Это тоже повлияет на предметную реальность. И что мне ужасно нравится, посмотрите, сколько всего на эту выставку привезли. Вообще на выставке привозили, конечно, лучшие предметы, лучшие прототипы. И приходя на эту выставку, ты верил в невероятную силу и вообще качество советского дизайна. Посмотрите эту металлическую мебель, которая достаточно дорогая в производстве и сложная. Но следующая картинка меня вообще умиляет. У нас же начинается массовое жилищное строительство, о котором мы с вами еще поговорим. И посмотрите на этих замечательных людей, которые с большим удовольствием смотрят на панельное домостроение советское. Но вы знаете, то есть панельки-то хорошо, но панельки были не только в Советском Союзе. Да, панельки были, на самом деле, много где. Двигаясь дальше. Образцовую квартиру можно было посмотреть. Но чем мы больше всего гордимся? Нашим дизайном и нашей архитектурой, естественно, жилищной, потому что одно дело делать общественные мероприятия, строить общественные сооружения, другое дело оформлять квартиры для каждого конкретного человека. И вот как все замечательно, комфортно, эргономично, а главное, малогабаритно. Первый и самый основной пункт мебели, начиная с 50-х годов, это ее малогабаритность. Не могу сказать, что эта идея новая, ее никогда в истории дизайна не было. Это, конечно, неправда. Понятно, что в нашу эпоху авангарда, в 20-е годы, тоже об этом рассуждают, думают о встроенной мебели, о мебели, которая трансформируется. То есть это и шкаф, и стол, например, такие идеи. Может быть, вам и не знакомы секретеры. Вот я за таким училась, например. Открываешь, у тебя стол, закрываешь, у тебя шкаф. Очень удобно. Когда тебе не нужен стол, пространство ничем не занято. И вот это все можно было посмотреть на выставке в Америке. А потом в июле выставка прошла у нас в Сокольниках. И вот когда я говорю про юмор всей этой истории, мне кажется, это относится именно к этой выставке. Есть всякие курьезные воспоминания, например, что много готовили, пироги пекли, например, то есть разная продукция, очень вкусно пахло на выставке, но вроде как советскому человеку нельзя было это даже пробовать, то есть есть вот такой полумиф, полуреальный факт, зафиксированный в воспоминаниях. Длилась она недолго, всего лишь 6 недель, потому что, представляете, советский человек сейчас насмотрится всего этого западного образа жизни, и с одной стороны это хорошо, а с другой стороны, как будто бы не очень. Но когда я говорю про юмор, я говорю, конечно, про кухонные дебаты. Известный эпизод, когда Хрущев и Никсон
прогуливаются по, ну, естественно, отделу кухонь, и вот там рассказывают, какие прекрасные и мебельные проекты, и продукты, и бытовая техника в Америке. И вот они, видимо, все это обсуждают, а пригласили журналистов, потому что это очень важный, ну, политический шаг. Пригласили журналистов, и вот они начинают там ругаться. И официально в источниках зафиксировали уже в то время, что были кухонные дебаты. И вот вы можете сами прочитать волшебную фразу от Никиты Сергеевича Хрущева о том, что мы и догоним Америку, и перегоним Америку, и так далее. Давайте я вам прочитаю. Может быть, не всем хорошо видно, мне кажется, она такая любопытная. Итак, что говорит Хрущев? Через 7 лет Советский Союз будет на технологическом уровне Америки, а после этого мы пойдем дальше. Когда мы будем проходить мимо вас, мы помашем вам «привет», а затем, если вы хотите, мы остановимся и скажем: пожалуйста, идите за нами. Если же вы хотите жить при капитализме, идите вперед. Это ваш вопрос, внутренний, он нас не касается. Мы можем вас только пожалеть. Вот так прошла вот эта выставка. По-моему, это очень важный момент. Но говоря про иностранный дизайн. Дело в том, что к нам, ну, почему я решила два этих эпизода соединить, к нам ведь приглашали американского дизайнера Раймонда Лоуи. Раймонд Лоуи — это, конечно, легенда американского дизайна, но вот смотрите, какая штука. Что говорит Раймонд Лоуи? У него есть фраза, она попсовая, мне кажется, звучит во всех мыслимых и немыслимых лекциях, что суть дизайна в том, чтобы звенела касса, выбивающая чеки. Фраза совершенно легендарная. То есть дизайн — это бизнес в первую очередь. Да? То есть нужно делать массовый дизайн, чтобы люди его покупали и зарабатывать на этом денег. Как вы понимаете, эта мысль не может работать на территории Советского Союза. То есть у нас суть дизайна, конечно, не может так озвучиваться ни в коем случае. Но тем не менее, этого человека к нам приглашают для того, чтобы он разработал нам некоторые проекты, да, для нас. То есть это, ну, обмен, это культурный обмен как минимум. И, в общем, что происходит? Для начала давайте я вам покажу, чем он занимается. Он занимается всем. Бюро делает все. Они делают мебель, бытовую технику, дизайн, просто рисуют дизайн, отдавая чертежи, не делая ничего физически. Они делают логотипы. Ну, в общем, все сферы дизайна, которые вы сейчас можете вспомнить, скорее всего, делает мастерская Раймонда Лоуи. Вот. И он приезжает. И есть известная история, когда он... какой у него был метод работы, как это должно происходить? Надо на завод поехать, ну, чтобы посмотреть, как устроена конвейерная линия, что делают, ну, буквально вот там рабочие. Но его не могли отвезти на завод, потому что заводы у нас очень часто режимные, поэтому фактически он не мог познакомиться с сутью нашего дизайна, а значит, не мог сделать реально чертежа полезного. Ну, как я себе это вижу, я, к сожалению, не дизайнер, не работаю непосредственно с производствами, но я себе представляю примерно так, что если ты не понимаешь, как работает станок, то как можно сделать предмет? То есть нужно познакомиться сначала с этим. Из хороших историй вообще про Раймонда Лоуи, чем он такой замечательный? Видите холодильник Cold Spot по центру? Ничего он вам не напоминает? Наш напоминает немножко ЗИЛ, да? Но вот ЗИЛ — это, наверное, мне кажется, самое успешное, что все-таки немного удалось сделать Раймонду Лоуи, помочь нам с дизайном, ЗИЛ и Москвич, машинка. Вот. А тут история классная. Колдспоты выпускались регулярно, но они похожи были на гробы, ну такие вот очень остроконечные холодильники, и что-то они плохо продавались. И к Раймонду Лоуи обратились за тем, чтобы он придумал, как поменять дизайн для того, чтобы это стало более покупаемым. И он делает его обтекаемым, таким в духе стримлайна. Есть такой стиль в Америке, он начинается в конце 20-х годов. И холодильник стал сразу бешено продаваться. И вот к нам этот американский стримлайн чуть-чуть проник как раз в том числе и благодаря Раймонду Лоуи. Что еще хочу вам показать? То, что тоже важно поставить себе как галочку. Новые материалы, пластик. Вообще от пластика сходит с ума и Америка, и Европа, потому что он дает очень много возможностей для разного формообразования, например. И вот тоже прищепка из коллекции вашего музея, музея дизайна, мне кажется, очень очаровательный, пусть и небольшой. Прищепка лампочка. Вот я бы... И, кстати, она же очень современная. Я бы не отказалась, чтобы у меня был такой дизайн. Но к вопросу про стримлайн, то есть наша техника, она тоже начинает не только под влиянием Раймонда Лоуи, безусловно, но это логика вообще того, как работает форма. То есть мы хотим сделать что-то, что подойдет человеку, будет ему комфортным. А так оказывается, что криволинейные плоскости зачастую нравятся больше, продаются лучше. Ну и мой любимый экспонат с этого слайда — это, конечно, газировка. Тут есть еще один важный пункт. Да, повышается в целом уровень жизни. И что, как не техника, может нам об этом намекнуть. Ну и я вам рассказывала про холодильник. Вот,
на всякий случай. Красный — это современная реставрация одного из холодильников сделала. Она мне просто очень понравилась, я решила, что я вам ее тоже покажу. В принципе, что и Cold Spot. То есть у нас наш советский стримлайн в том числе был. И вот что любопытно, не только в дизайне, но и в более крупных формах. Есть такое легендарное кафе. Оно, к сожалению, обрушилось и не сохранилось, но здесь есть эта эстетика американских кафе в том числе. Да, посмотрите на неоновую вывеску, тоже криволинейной плоскости, и ощущение счастья, который должен был подарить дизайн, начиная с эпохи оттепели. Об этом чувственном тоже все-таки не нужно забывать. Еще один забавный источник вдохновения — это космос, конечно. Мы буквально пару слов о нем скажем, потому что, ну, а как про это не сказать? Собственно, самовар электрический, он в экспозиции. Вы можете после лекции, если еще не видели, сходите посмотреть. На фотографии кажется, что он огромный. Он, на самом деле, конечно, небольшой. Это не такой русский самовар из сказки, но сам факт. Самовар напоминает нам вот это замечательное достижение. Первый спутник, который отправился в космос в 1957 году. Ну и это же очень логично. Полететь в космос человек мечтает, слушай, с эпохи античности. Усиливается эта мечта где-то в 19 веке. Совсем серьезно уже к этому подходит, естественно, в 20 веке. Но, конечно, мы первые люди, которые успешно эти проекты запускаем. Да? Вот наш спутник. И кто у нас еще есть? Юрий Гагарин. И как это влияет на предметный мир? Ну вот, сувенирная продукция. С той же самой выставки в Брюсселе, я вам ее показывала чуть раньше, и вот наш электрический самовар. Но не только. Вообще, мне кажется, только в ленивом производстве не было чего-то напоминающего спутник или планету, например. Вы просто посмотрите на это чудо. Пылесос «Сатурн», «Чайка». А у меня, знаете, какой был опыт? Я тут гуляла в Ногинске, просто гуляла, и зашла во двор старой фабрики, и там ракета лежит, вот этот пылесос не бесхозный совершенно. Я его хотела купить, найти владельца, но, к сожалению, не нашла. А потом вернулась, и его там уже не было. Ну, то есть до сих пор даже в каком-то гараже. Внимательно смотрите на гаражи. Может быть, и вам когда-нибудь попадется ракета, Сатурн или Чайка. Чайка позывной Терешковой, поэтому тоже тема космическая. Но касательно более глобальных каких-то проектов, по всей нашей необъятной родине начинают появляться, конечно, кафе «Космос». Вот у меня есть два любимых. Это Пермь и Кисловодск. Кисловодск, он, более-менее понятный, потому что, да, неоновая вывеска, опять же, это эстетика стримлайна с криволинейными плоскостями, свет, очень много панорамные окна. Но мне больше нравится Пермская. Посмотрите на Пермскую, да, там тоже космос, а внутри колонны. Колонна, казалось бы, это такой знак традиционной архитектуры, но посмотрите на их поверхность. Они похожи скорее на какую-то, не знаю, внутренность компьютера космического. То есть там какая-то такая декорация. То есть зачем нам все это смотреть? Зачем я вам это все показываю? Люди на Земле хотят космос, космическую эстетику. И это совершенно логично, учитывая, что космос еще ассоциируется с неким футуризмом. У нас еще все мечтают, переехать в космос, как-то его осваивать. До сих пор эта мечта жива. Она была очень сильна в 20-е годы. Малевич считал, что мы будем жить в космосе уже вот скоро, хотя еще даже никаких спутников никуда не полетело. А тут мы там. И поэтому мечта о космическом дизайне на Земле, она совершенно логична. Но знаете, что меня поражает? В космосе никто не мечтает о космическом дизайне. В космосе мечтают о доме. И есть замечательная, потрясающая история про Галину Балашову. Про нее все больше и больше выходит книг, воспоминания, да, «Моя жизнь под звездами». И Галина Балашова, так уж получилось, она была выпускницей Московского архитектурного института, и она попала в ОКБ, да, особое конструкторское бюро к Королеву. И ей нужно было придумать дизайн вот наших космических станций, скажу так. А вы представляете, какая ответственность? Никто никогда этого раньше не придумывал, потому что так много времени человек в космосе просто не проводил. И поэтому стал вопрос невидимого дизайна. Помните, о чем я вам говорила? Самое главное — решить проблему. А проблема какая? Ты в узком пространстве, еще и в невесомости. Тебе сложно физически и, естественно, сложно психологически. И дизайн должен помочь снять хотя бы какую-то часть такого психологического напряжения. И мне эта история показалась очень красивой. Я думаю, что вы сами заметите, например, самый очаровательный момент. Видите иллюминатор? И там шторка. Потому что зачем в космосе шторка? Скажите, там же всегда темно. Но вот сам психологический момент. Ты утром, условно, просыпаешься и раздвигаешь шторы, а вечером ложишься спать и тоже задвигаешь шторы. То есть некие вектора, вот как на Земле, привычные, нужно было человеку выстроить. Что еще мы там видим? Теплую клеточку. Это хрущевская квартира, слушайте. такая, только в космосе. Немножко, да? То есть люди на Земле хотят космическую эстетику, а люди в космосе хотят как дома. И мне вот эта ирония, вот этот, некий
контраст, кажется, тоже, конечно, очень важно. Но самая главная наша тема, и мы уже непосредственно к ней с вами переходим, поговорим про то, кто вообще делал мебель и как она выглядела, и посмотрим на это через призму жилья. Все-таки первое, что я вам про себя рассказала, я занимаюсь дольше историей именно архитектуры. И вот давайте об этом поговорим. Сначала несколько таких скучных моментов, которые я вам расскажу. И вам интересно этот слайд себе даже сфотографировать, чтобы у вас были эти постановления просто собраны в одном каком-то месте. Может быть, вам это будет полезно. Итак, в 1956 году, вот смотрите, в 1955 только начался модернизм. Мы с вами это уже обсуждали. То есть мы уже дальше и там на всемирные выставки будем ездить, и выставка в Сокольниках пройдет. Но уже в 1956 году будет такое всесоюзное совещание работников мебельной промышленности. И они, естественно, там будут обсуждать все сложности, проблемы. И по результатам произойдет крупная выставка в парке Горького, где будут показывать прототипы вот этой будущей новой советской мебели. Вообще выставки — это ключевой источник информации про то, как себе представляли интерьеры, мебель и так далее. Если вы где-то в интернете находите фотографии гарнитуров советских, какие-нибудь старые, то вот гарантия 90%, что это не из какой-то квартиры фотографии, а с какой-то выставки или показательного интерьера. Вот, скорее всего, так. Большинство моих фотографий, они тоже будут именно с выставок. Ну, собственно, это важный источник. Значит, прошла выставка мебели. Что происходит дальше? В 1957 году волшебное постановление о том, чтобы покончить с недостатком жилья. Смотрите, за какой короткий срок. 10-12 лет. Все должны выехать из коммунальных квартир и жить своей собственной. Смотрите, очень важный нарратив. Заселение не покомнатное, а поквартирное. То есть советскому человеку обещают свою собственную квартиру. Поэтому и выходят книжки, о которых я рассказывала, чтобы человек уже мыслил категории своей квартиры и как он эту квартиру будет обставлять. Но чтобы ему было чем ее обставлять, нужны вот эти мебельные выставки, работа дизайнеров, работа научная практически, и вот она будет происходить. 1958 год, первый всесоюзный конкурс, то есть конкурс на лучшие образцы мебели. То есть это очень важный момент, знаете, с какой точки зрения? Конкуренция. Вообще, почему все-таки с массовой мебелью не всегда получалось в Советском Союзе? Потому что проблема была скорее с производством, а не с дизайнерами. Вот вы меня увидите сейчас, что дизайнеров у нас было очень много качественных, совершенно замечательных и умных, а вот проблема разрыва идеи и производства, потому что чтобы такие дизайны новые, которые дизайнеры будут придумывать, делать, нужно перестроить весь завод, новые конвейерные линии, другое оборудование закупить. И вот это уже было, конечно, сильно сложнее. Причем конкурсов пройдет много. И мне очень нравится, что эти первые конкурсы, их будут показывать в новых жилых комплексах. Вот я один вам такой для примера покажу. Это новые Черемушки. Квартал в Черемушках, номер 9. То есть вот выставка 1958 года, например, там. То есть уже построили новый квартал, новое жилье, вот оно так выглядит, оно классное, вот вам мебель, которая для этого квартала, она спроектирована. Мы ее посмотрим достаточно подробно. Дальше, 1962 год, сразу куча важных вещей случилось. Во-первых, постановление Совета министров об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов художественного конструирования. Представляете, какой красивый термин, да? Художественное конструирование. А все почему? А слова дизайн-то нет. Сначала его условно особо не использовали, как-то и не слышали. Вот, есть замечательное интервью Юрия Соловьева, мы будем о нем говорить, и вот он рассказывает, что он в 40-е, 50-е, когда они дизайном занимаются, то есть само слово «дизайн», оно не в словаре, его просто не используют. А потом было и не принято, потому что дизайн слово же басурманское, правда, поэтому как же его использовать? И говорили техническая эстетика. То есть техническая эстетика — это дизайн, а метод работы — это художественное конструирование. Мне очень нравится, что потом будет еще один термин — художественное проектирование. Конструирование — это промышленный дизайн массовый, а проектирование — это более какие-то уникальные вещи, штучные, например, для одного какого-нибудь архитектурного проекта. Что еще в 1962 году появляется? Всесоюзный институт мебели. Вот он-то и будет заниматься в основном, не только, но в основном изучением человеческого тела, изучением новой архитектуры для того, чтобы создавать новые образцы. И в НИИТ — Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. Вот про все эти вещи мы с вами сегодня будем говорить. Но последние два пункта, товарный знак, важно, да, знак качества, тоже как будто бы нужно об этом вспомнить. Итак, 1957 год, мы собираемся покончить с жилищной нуждой и, естественно, с отсутствием мебели в наших интерьерах. И вот какая проблема. Квартира частная, квартира твоя, но планировки хрущевок, они были достаточно необычными. Во-первых, они экономичные. Во-вторых, они поменьше по габаритам. То есть, что я хочу сказать? Скорее всего, мебель прошлого, она просто не влезет
в хрущевку, поэтому нужно было делать новую в том числе, это важный момент. Выходят разные каталоги. Вот каталог «Новая мебель» от Валентины Дели мне очень нравится. Там целые фотографии гарнитуров буквально, то есть в идеале готовых решений. И вот если собрать основные пункты, по которым должна функционировать новая мебель, то, во-первых, она унифицированная, то есть из каких-то секционных элементов. Секционная мебель. Почему? Очень логично, потому что такую мебель будет проще, быстрее и экономичнее собирать. Дальше недорогая, красивая, удобная — это утопия, но мечта такая есть. Да? Недорого, красиво, удобно. В идеале должно так работать. Главный пункт, хоть и в середине списка, малогабаритная. Чтобы в дверь могла мебель такая пройти. Никаких украшений. Тут логично. Тут как с архитектурой, так и с интерьером. То, что мы с вами обсуждали. Постепенно древесину, массив будет вытеснять ДСП, фанера, то есть более экономичные материалы. И последний пункт тоже красивый и тянется к нам еще из эпохи авангарда. Мебель встроенная, потому что планировки экономичные, а мебель встроенная, как мы с вами догадываемся, конечно, экономит внутреннее пространство. И вот что пишет Валентина Делли в своем каталоге. Образцы мебели созданы в секции оборудования научно-исследовательского института, жилища Академии строительства и архитектуры СССР. То есть и при Академии архитектуры и строительства тоже было проектное бюро, которое этим всем занималось. Давайте конкретно посмотрим. Вот я вспоминала секретера со столами. Они очень много у кого встречаются. То есть нельзя сказать, что вот исключительно в этом каталоге мы их видим. Да нет, конечно. Но идея популярная. И в эпоху авангарда такая идея была. Как я вам уже рассказывала, я вот за таким похожим шкафом занималась. Но у меня, по-моему, был какой-то из Чехословакии. Да. Секционные проекты у нас сбоку. Да? То есть разные секции, которые можно варьировать внутри своей квартиры в зависимости от ваших потребностей. Что вам нужно, если у вас дети, это все тоже считается. Из моих любимых пунктов таких там была гнутая мебель, гнутая древесина. Ничего вам не напоминают эти табуреточки? Чуть-чуть, так самую малость, да, немножко. Давайте я вам покажу, на что я намекаю, так непрозрачно. Я намекаю, конечно, на Икею. В Икее была, сейчас уже нет, замечательная такая круглая табуретка. Она называлась Фроста, и она очень была подозрительно похожа на табуретку Алвара Aalto номер 60, которую он делал из березы. Это, например, фотография из библиотеки в Выборге. Забавно, что там был конфликт, и сейчас все-таки такую табуретку Икея не делает, но, внимание, они делают с треугольной сидушкой. Если вы уже успели зайти на нашу выставку, то вы видели, что у нас есть советские табуретки с треугольной сидушкой, как-то тоже подозрительно похожие на Икею. Но я, конечно, вам ни в коем случае не заявляю, что дизайнеры Икеи украли у нас табуретку. Конечно же, нет. Говоря про уже какие-то более крупные проекты, на то, что есть этот отпечаток на выставке в том числе. Юрий Случевский, один из главных дизайнеров того времени, естественно, и его проекты секционной мебели. Но сейчас мы посмотрим с вами интерьер в целом, а потом я покажу, как эти секции в теории должны были выглядеть, просто отдельные, сборные. Это же очень маленькая комната, правда? Но это суть хрущевских квартир. Она в чем? Не только в том, что они экономичные, а еще и в том, что за комнатой не привязывался какой-то функционал. То есть у вас не спальня и гостиная, а у вас две комнаты, и они могут трансформироваться. То есть где-то она, например, днем гостиная, вечером на спальне. Там днем можно делать уроки, вечером приходят гости и празднуют Новый год. Так я сейчас очень условно фантазирую. И знаете, что меня больше всего удивляет в этой истории? Как тонко Юрий Случевский, например, мог зонировать пространство. То есть у тебя маленькая комната с разным количеством функций. И посмотрите просто на этот рисунок. То есть хозяйка у такого откидного стола накрывает обед, ребенок у окна занимается, уроки какие-то делает, а отец отдыхает в гостиной зоне с этими нашими низкими креслами, и она отделяется мебелью. То есть зонирование пространства в высотках функциональное зависело от той мебели, которую создавали наши дизайнеры. Это то, что сейчас, кстати, достаточно популярно, что логично. У нас тоже все больше и больше экономичных разных студий, например, проектируют. То есть все новое, хорошо, забытое старое. Секционные элементы выглядеть должны таким путем. Собственно, покрупнее, если что, тоже на выставке можно посмотреть. И глобально, как вообще эта идея должна была выглядеть в целом, что вы приходите, условно, да, это мечта, да, она не реализовалась на 100%. Вы приходите в магазин,
и вы смотрите наборы секций, и вы покупаете эти секции себе домой и можете собирать там самые разные композиции самостоятельно. То есть вы смотрите секции по каталогам, и дальше начинается вот такой сборный конструктор. Это очень хорошая идея, но она, вот, к сожалению, не реализовалась так, как они мечтали. А вот то, что мебель должна быть модульная, об этом, конечно, говорили. Как выглядит это все на фотографиях и вот в наших интерьерах реально того времени? Чем вообще интересен Юрий Случевский? Вообще очень много что можно о нем вспомнить, но у меня есть любимый факт, и он даже скорее не только про Случевского, а в принципе про мышление того времени. Еще во Вторую мировую войну приняли решение, что нам не хватает кадров. И что после войны нужно обязательно восстановить 2 образовательных учреждения, связанных, естественно, с декоративно-прикладным искусством. Это Академия Штиглица и Строгановское училище в Москве. То есть те институции, которые когда-то занимались воспитанием полезных художников, то есть художников для мануфактур, художников для промышленности. То есть нужны вот эти кадры. И в 1945 году действительно институты были восстановлены, и Юрий Случевский был, считайте, выпускником вот этого первого поколения Строгановки. И он, конечно, занимался мебелью. Это его такой аспирантский проект, который мне тоже кажется крайне современным. Вообще все, что делают дизайнеры вот в будущем на наших картинках, это все очень пророческая мебель. И недаром сейчас идет такое увлечение коллекционированием этой мебели, реставрацией этой мебели. Почему она там так нравится? Она подходит очень современному человеку и нашим современным интерьерам. Один из самых легендарных предметов мебели, что сделал Юрий Случевский, это вот этот набор мебели К-58-103, который в производстве назывался «Москва». И я вам его покажу, значит, вот скорее с выставки 1958 года. Мы уже так приближаемся к черемушкам. Значит, первый всесоюзный конкурс на лучшую мебель, 58 год, и там, естественно, были премии, разные гарнитуры, которые показаны в целом. То есть вы не просто видите классный стул, классная кровать, ничего подобного. Вы видите целый ансамбль. И вот их ансамбль, мебель К-58-103, он получил 2-ю премию, что очень-очень хорошо. Вы только посмотрите на него. Во-первых, он очень малогабаритный, воздушный, и внизу видите белые панели. Это тонкие панели пластиковые, которые монтировались к деревянной плоскости. Очаровательнейший проект, который несколько поменялся на производстве, но идея Случевского, она, конечно, классная. А моя любимая опять про зонирование. Аккуратные такие полочки, которые отделяют рабочую зону от зоны более общественной, что, ну, не знаю, мне кажется удобным. Надеюсь, что вы со мной согласны. Но даже если нет, ничего страшного. Происходило это все вот здесь. Новые Черемушки, квартал номер 9, экспериментальное строительство. Там еще не все панельки, панелек там было только 2. Остальные здания строились, там разные были совершенно технологии. Вот, самые-самые разные. Вот, и крупноблочное было строительство, и из шлакоблоков строили, а панелек только 2. Но отсюда мы, в принципе, можем отсчитывать уже какой-то старт нашего панельного домостроения, более массового. Что мне хочется вам рассказать? Ну, у меня есть слайд, который будет почти пустой, потому что для него нужен интернет. Это я вам рекомендую как в качестве такого домашнего задания. Вы дома, если вам будет интересно, посмотрите, пожалуйста, фильм «Черемушки». Вот, значит, это опера Шостаковича про то, как черемушки строятся. Но она художественная, она абсолютно сказочная. Но при этом вы можете посмотреть на стройку, а еще там есть эпизод, где главные герои поют песню, мечтая о своем собственном жилье. И во время этой песни она материализуется и жилье, и мебель в этом жилье. И вот эта мебель — это та самая мебель с выставки 1958 года. Ну, а как она... Ага. Вот. Значит, глобально, в чем там классная была идея черемушек? В принципе, как в эпоху авангарда, четко отделить одну функцию от другой. У меня нету указки, но давайте так, пристану на секундочку и вам покажу. Вот эта часть жилая, сквер, и часть общественная. То есть универмаги, кинотеатры, они будут с той стороны. Четко отделяем жилое от нежилого. Очень важный пункт. Внутри много будет видов планировок, всего 14 решений. Я вам показываю секцию на 4 квартиры. И вот давайте тоже посмотрим. Вот у меня кружочком выделено. Вот двухкомнатная квартира себе нарисуйте. Вот их тут 4 таких. И вот там, где кружочек, давайте посмотрим тоже на ее планировку. Вы заходите, у вас маленькая прихожая, кухня, туалет. Дальше большая комната. Помним, да, что в хрущевках нет дифференциации по функционалу. А дальше комната поменьше, как раз с вот этим, ну, гардеробная, конечно, очень условно ее называю, но с каким-то там кладовым пространством. И вот эти комнаты нужно будет оформить мебелью, которая может трансформироваться, как-то оформлять это живое
живое жилое пространство. Что из каталогов мы встречаем? Где-то были ванны, где-то они были полуторные, половинные ванны, где-то они были полноценные, ну, потому что планировки у нас такие сокращенные. И вот так мог выглядеть интерьер квартир. Мебель, надо сказать, достаточно простая, опять же, малогабаритная, но при этом ультрасовременная. Но у меня про черемушки есть любимая история, такая моя личная. Она уже, да, есть на экране? Все, да. Значит, это про кухни. Посмотрите, планировалось в каждой кухне, в каждой кухне черемушек установить вот эти мебельные гарнитуры финских кухонь Аско и Энсо. И вот об этом тоже пишут и в каталогах, и есть брошюра про черемушки того времени, тоже она была опубликована. А мойки из нержавеющей стали, специальные жароустойчивые поверхности из пластика, да, мы говорили с вами про пластик, и все беленькое. Почему на кухне важен беленький цвет? Об этом будут говорить и в 20-е годы, и в 50-е, 60-е, потому что что-нибудь у вас попадает на эту поверхность, на белую, вы сразу это видите, чтобы сразу это вытирать. Очень интересно, что кухни, вообще разные новые проекты кухонь и 20-х годов, и 50-х и дальше были вдохновлены медицинским оборудованием, что, в общем-то, достаточно логично. Ну, из мебели. Из мебели. Все, этот художественный язык Юрия Случевского и вообще дизайнеров того времени мы, конечно, очень хорошо с вами узнаем. Мебель легкая, мебель воздушная, которая обязательно трансформируется. И вот эти низкие, удобные кресла мы с вами тоже уже неоднократно замечали, но это не только Случевский, это, я вам так скажу, вообще идея вот такого удобного кресла, она и в американском, и в европейском дизайне тоже будет очень популярной. Из важных пунктов про дизайн стоит об этом сказать, хотя бы пару слов, что советский дизайн был иностранным. Возможно, вы когда-нибудь залезали смотреть, не знаю, залезали под какой-нибудь стол или под какое-нибудь кресло ваших бабушек и прабабушек и находили там наклеечки, и там могло быть написано, что мебель из Чехословакии, например, из Венгрии, ГДР, еще откуда-то. Вот. Это действительно так. Во-первых, это связано с экономикой, потому что у нас был Совет экономической взаимопомощи, куда входили как раз вот эти социалистические страны. Здание СЭФ у нас даже в Москве построено, и поэтому экономические контакты были налажены с вот этими государствами, поэтому не странно, что эта мебель могла попасть к нам. А еще то, что я вам показываю, не очень честно. Я показываю вам те государства, которые были все-таки в составе СССР, хотя глобально я все-таки считаю, что дизайн немножко, иностранный. Один из самых популярных — это фабрика «Стандарт» таллинская, про которую есть ролики, и они даже есть на Ютубе, если вам интересно на это посмотреть. Ролики такие рекламные. Вообще, по результатам выставок было очень много рекламных роликов, которые показывали советскому человеку, и красивый диктор с поставленным голосом. У меня не получилось его сейчас изобразить. Значит, с поставленным голосом рассказывала вам о том, какую замечательную мебель делают. Вот я даже помню цитату, запись про фабрику «Стандарт», что показываем мебель с фабрики «Стандарт», но решения там совсем не стандартные, говорит замечательный голос за кадром. Правда, мебель удобная, функциональная, почему бы нет. И вот такие предметы. И сейчас, кстати, вот Освальда Гёртля очень популярные стулья. У меня недавно подруга нашла такой у себя у бабушки на балконе, отреставрировала его, и вот у нее дома он теперь стоит с новой обивкой. То есть вот такие, они могут встречаться часто. Не только у Гёртля, на самом деле несколько дизайнеров, особенно из Чехословакии, делали стулья вот с такой проветриваемой спинкой, назовем их так. Поэтому поищите, может быть, они вам встретятся, и я вам просто этого очень сильно желаю. И завершая разговор именно про массовое жилищное строительство. В основном то, что я вам показывала, и то, что я вам рассказываю, это, конечно, вещи, которые мы видели на выставках. Это то, что это красивый массовый проект, который и реализовался, и нет. Все-таки на производстве вот в невероятных количествах, например, шкафов Случевского, к сожалению, не было произведено. Опять же, был разрыв между вот этим научным проектированием и то, что реально могли сделать заводы. Это немного печальная история. И есть еще важный момент, что просто с объемами тоже не справлялись. Почему нам надо было, например, привозить мебель из вот этих стран, о которых я рассказывала? Потому что запрос на нее был очень высокий, а количественно наше производство
руководство не могло с этим справиться. Но из реально мебелированных проектов один из моих любимых — это «Юность». Гостиница «Юность». Во-первых, она строилась к форуму молодежи, то есть тоже к Всемирному форуму молодежи, не просто нашей, а для туристов в том числе. Но еще как она называется? Смотрите, «Юность». «Юность» — это главный бренд модернизма. То есть мы ориентируемся не на традиционную какую-то ячейку, мы на семью, конечно, ориентируемся, но не вот на такую, как раньше, а на молодую, советскую, активную, да, чтобы она занималась, строила новое общество, и мебель нужна и соответствующая. Моя любимая фотография сделана Грановский. Сейчас в «Юности» не так. У меня даже я решила проэкспериментировать и останавливалась в современной «Юности». Одну ночь там пожила, посмотрела. Ну вот я знала, что там я, скорее всего, ничего не найду, но вот хотела посмотреть, как это выглядит сейчас, и оно выглядит не так. А вообще ультра же современный дизайн. Единственное, что может немножко смущать, это может быть плед с цветочками на односпальной кровати, но мы, я думаю, это простим. А так посмотрите, панорамное окно с прекрасным видом на юг Москвы. Чудесно же, да? Ну, просто прекрасно. Номера 12, почти 13 квадратных метров. Это, надо сказать, неплохо. Вообще это новые нормы. Постепенно нормы, еще не в хрущевках, чуть попозже, в Чертаново это будет, нормы увеличиваются жилой площади на одного человека до 13 квадратных метров. Ну, в принципе, жилой площади. 13, ну да, можно жить и можно существовать. Следующий, то есть тоже такой важный пункт, о котором стоит поговорить. Вот мы говорили про мебель, а мы поговорим про дизайн более глобальный, про государственную систему дизайна, про ВНИИТ, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, про который тоже на выставке есть много всего интересного. Это институт, который занимался и транспортом, и бытовыми проблемами, и урбанистикой, то есть дизайном в очень широком ключе. И, к сожалению, этот дизайн был в основном бумажным, но можно и не сожалеть. Тот корпус исследований, который остался от ВНИИТ, мне кажется, вполне можно использовать сейчас в современности, и я тоже попробую вам это доказать. Во-первых, как минимум у ВНИИТ было 10 филиалов, и вы только посмотрите, они были и в Вильнюсе, они были и в Тбилиси, и в Харькове, в Свердловске, в Минске, в Ереване. То есть вот это какой широкой рукой ВНИИТ захватил и нашу страну, и наши дружественные. Кто ВНИИТ основал? Это Юрий Соловьев. У Юрия Соловьева есть замечательная книга его мемуаров, поэтому, если вам интересно подробно узнать про его биографию, как вообще чудом на самом деле Юрий Соловьев стал дизайнером, как это все у него получилось. Старт его карьеры начинается с работы над вот этим вагоном 3-го класса для Калининградского строительного завода. Тоже картинки можно в музее посмотреть чуть поближе. И это длинная история, как это получилось. Сейчас просто в 1945 году вот это произошло, принимаем это как факт. И что он там делает? Я вам просто про 2 пункта расскажу, которые меня поразили. Большие окна и зеркала. Потому что вагон априори — это узкое, неудобное пространство, а перевозить нужно большое количество людей, и мы же за человека. Мы же с самого начала об этом говорили. То есть мы дарим хороший дизайн советскому человеку. И, значит, комфортные вагоны, в которых можно доехать из точки А в точку Б. И этот проект был конкурсным, то есть Случевский сражался с традиционным вагоном, вот тоже 3-го класса, и несмотря на то, что его проект был дороже в исполнении, тем не менее к Юрию Случевскому, то есть ему отдали предпочтение, и вот такие вагоны нас ходили. И по результатам этой работы появилось архитектурно-художественное бюро АХБ при Министерстве среднего машиностроения. И они очень много занимались, естественно, интерьером транспорта. Есть много историй, наверное, самая забавная про правильно я скажу, яхту Эйзенхауэра, да, для президента. Именно яхта, я не очень разбираюсь в кораблях, поэтому боюсь что-то не так сказать. Яхта Эйзенхауэра для президента. Вот он должен был приехать и посмотреть на нашу землю еще и с воды. Очень странная фраза. Но помимо всего прочего, какие-то мебельные проекты там тоже были. И это фотография из музея, гарнитура из музея. Посмотрите на нее потом поближе. Эта мебель, конечно, не совсем по габаритам для хрущевской квартиры, да, но тем не менее это уже
представьте, архитектурно-художественное бюро. То есть для меня, на мой взгляд, как это работает, как это происходит, это буквально дизайнерская контора. Да, она может быть государственная, ну а что у нас было не государственного до 90-х годов, объективно? Но вот так должен работать дизайн. То есть мы говорили, что Раймонд Лоуэ, он занимался транспортом, занимался мебелью, занимался логотипами. В принципе, Юрий Соловьев то же самое делал, просто он не говорил про бизнес-модель, про финансовую модель и про деньги, но полный цикл, такой универсальный дизайн, вот он уже есть. И вот этот самый человек несет на себе миссию создания в НИИТ. То есть представьте себе, целый научный институт, посвященный дизайну. Вообще аналогов такого в мировом опыте нет. Есть крупные конгрессы международные по дизайну, ICSID, например, я вам сейчас его тоже покажу. Есть дизайнерские конторы такие отдельные. Есть советы по дизайну, очень крупные, наверное, может даже один из самых крупных, он в Британии. Но вот чтобы был огромный научно-исследовательский институт на необъятное государство, помните, 10 филиалов, вот такого примера не было ни в одной стране и ни в одном государстве. Это, конечно, фантастика. Штаб-квартира находилась на ВДНХ. И вот 3 самых крупных направления. Транспортные средства, машиностроение и товары бытового назначения. Что они сделали? Каждый человек мог это посмотреть и увидеть. На Пушкинской площади центр технической эстетики. Вы могли посмотреть прототипы, цветовую раскладку. Самые разные проекты, которые в НИИТ экспериментально создает. И я представляю себя сейчас. Я иду по Пушкинской площади и могу посмотреть на самые последние разработки современных дизайнеров. Я бы не отказалась, чтобы у нас было одно место с такой концентрацией. Мне кажется, очень интересно. Дальше. Они же пропагандировали новый дизайн и вообще существующий. Потому что они выпускали журнал «Техническая эстетика». И техническая эстетика — это учебник по истории дизайна, если занимаешься дизайном, как мне кажется, да, и исторически, и даже как источник вдохновения. То есть ты открываешь и видишь такие классные проекты, что тебе даже придумывать ничего не нужно, если ты сам, например, занимаешься дизайном интерьеров. Соответственно, там можно прочитать статьи про польскую мебель массовую, например. Там есть такая статья, она мне просто очень понравилась, я ее запомнила. Про цвет в дизайне, про исторические какие-то моменты, там, про авангард, про итальянцев, боже мой, про итальянский дизайн, а он был совершенно космический в это время. То есть, и это тоже было доступно. Каждый человек мог подписаться на техническую эстетику и знакомиться с нашим, не только с нашим, да, с дизайном в таком полифоническом смысле слова. В том числе мы были участником Международного совета организаций по промышленному дизайну. И Случевский даже был президентом несколько сезонов этого самого ICSID. И очень крупный прошел в Москве в 1975 году. О нем, естественно, пишет журнал «Техническая эстетика». Но это же такое важное событие. То есть мы не были на периферии. Ни в коем случае. Наши дизайнеры были абсолютно, сейчас скажу страшную фразу, в потоке этого международного дизайна и занимались им. И те вещи, которые они придумывали, они вообще не уступают по качеству и по силе своей идеи тому, что было в той же самой Америке, например. Из проектов классных и самых известных в НИИТ, это, например, такси. Проводили испытания в Москве, к сожалению, оно тоже не пошло в массовое производство, но испытания уже... Давайте так, испытания считаются. К вопросу о том, что в Советском Союзе уж очень много в дизайне было того, что мы сейчас, как будто бы возвращаемся к этим идеям. Это же абсолютно инклюзивное такси. То есть и для людей с ограниченными возможностями, и для мам с колясками это такси может работать. Ведь какая важная идея. Заботимся о человеке. Вы представляете, я сейчас проведу удивительную аналогию. Как в эпоху античности, да, Протагор что говорил? Человек — мера всех вещей. И в эпоху этого советского дизайна, да, его отчасти утопического, может быть, когда мы говорим про ВНИИТ, человек тоже мера всех вещей. Цель в НИИТ — улучшить качество жизни на всех уровнях. На городском уровне, на бытовом уровне, техническом. И это совершенно потрясающе. А главное, понимаете, красиво. Красиво. Про это тоже стоит говорить. Вспомните метод Раймонда Лоуэ. Да? Сделать вещь чуть-чуть посимпатичнее, и она уже будет продаваться. Вообще в американском поле существует слово даже не дизайн, а стайлинг. То есть от слова стайл — стиль. То есть у тебя был не стильный холодильник, ты его отстилизовал, и этот холодильник стал хорошо продаваться. То есть вопрос стиля и красоты. Красота — это действительно товар. Об этом еще Генри Форд, кстати, говорил. Нет такого, конечно, нарратива от советских дизайнеров мы не встретим, да, про продажи, но сама идея, что предмет должен быть и эргономичным, и красивым. Мне очень нравится магнитофон для девочек Алиса.
Вот я не знаю, Алиса Яндекса была ли вдохновлена им? Наверное, нет. Но мне кажется, что было бы здорово, если бы была. Но я, кстати, не знаю историю Алисы, может, и была. Надо спросить у кого-нибудь. Классный магнитофон Phobos 2000. Побольше, поменьше, да, портативный. Можно с собой всячески его носить. И это очень стильно ставить в интерьере квартир. Почему бы и нет? Ну, самая любимая инновация в НИТЭ, которая у нас так широко представлена на выставке, это же сфинкс. Понимаете, это умный дом. Это умные часы, умный компьютер, интеграция в ваш автомобиль. Вы можете управлять температурой вашего дома, вообще всем управлять. У меня сейчас умный дом, он у меня пока такой не очень умный, он так умнеет со временем, но вот получается, что в НИТЭ предсказали будущее. Но идея же правильная, она очень логичная. Технологии развиваются, и это возможно. Возможно контролировать температуру, освещение, вообще все, что происходит в твоем доме с помощью компьютерных технологий. И вот они придумали эту невероятную систему, которую вы можете посмотреть. Меня просто умиляет история про часы, например. Да, вот они, понимаете, вот они умные часы, которые уже были в советское время. Потрясающая совершенно история. Пусть и 86-й год, то есть получается, что самые, наверное, утопические проекты, можно сказать, докатились к концу 80-х. Но тем не менее, смотрите, какие еще есть классные. Там у нас проект бытовой техники, назовем ее бытовой все-таки, да, она организовывает быт бытовой техники, но какой широкий спектр работы. Например, урбанистика. Вот район Дигоми, это район, который застраивался в Грузии с 50-х годов постепенно. Это тоже панельки, это абсолютно, не такие же, не один в один, но панельное домостроение у нас было по всем республикам. То есть панельки и новый жилой район. И они думают, во-первых, о цвете. Мы привыкли, что у нас часто какие-нибудь остановки, бывают остановки с мозаикой, это совсем другая история, но вообще городская среда, она слишком нейтральная. А ведь особенно осенью, даже в Грузии, случается такое, вот там сейчас так, например, очень темно, и нету такого яркого цвета. И здорово, если у нас будка будет не синяя, а рыжая. И это, я думаю, работает не только на территории Дигоми. Вообще, представьте, если у нас телефон, нам сейчас телефонные будки не нужны, разные, какие-нибудь киоски, что угодно, будет яркого цвета. Это, во-первых, очень здорово влияет на психологию. Это стимулирует определенные органы чувств, определенные органы восприятия. Плюс, посмотрите, пожалуйста, они же не идеально острые. Вообще все острое, оно постепенно сглаживается в середине, хотел сказать, 19-го, в середине 20 века, потому что оказывается, человеку и правда комфортнее сплавленные углы. Плюс, смотрите, вот у нас угол. Вот здесь, кстати, он скругленный, а вот здесь острый. И я уже бедром об него ударилась сегодня. То есть вопрос про некую опасность. Ну и втомар, вторичные материалы, разделение отходов. Я думаю, что, может быть, это не только... эта мысль очень популярна сейчас в общественном каком-то поле, что в эпоху Советского Союза было много экологичного дизайна. Авоська, тару сдавали, вторичные материалы, разделение. Классно же. Все ультрасовременно. И все уже было придумано. Все, что сейчас медленно, сложно и болезненно интегрируется в наше общество, оно уже существовало. Ну а последнее, что я вам покажу, это рубрика. Мне очень нужна, знаете, с какой точки зрения? Я часто слышу, точнее, это совершенно нормальная история, если мы говорим про, какой-то курс в школах, о том, что в эпоху Брежнева была стагнация. Это официальный термин, я ни в коем случае не говорю, что стагнации не было. Но что меня поражает, когда я смотрю на дизайн, на архитектуру, мне кажется, что стагнации не было. Потому что самые безумные архитектурные проекты эпохи модернизма появились в эпоху Брежнева. Самые интересные урбанистические проекты, а урбанистика — это тоже все-таки ветвь дизайна, появились в эпоху Брежнева. Вот давайте я вам это покажу. Но сначала загадка. Как вы думаете, что это такое? На картинке у меня здесь изображено. На что похоже? Написано «Бухта Ильича». Набережная, пляж. Давайте еще подумаем. Аквапарк. Порт. Чуть-чуть. Еще какую-нибудь версию. Бассейн. Все с водой. Потому что бухта, да? Вот надо было бухту. Если бы не машинки, то аэропорт. Хорошо, давайте мы поставим пока галочку над всеми этими идеями. Я вам пока не скажу, что это. А потом будет космическое. Хорошо.
Мгм. Хорошая мысль. Я часто задаю этот вопрос, я люблю показывать этот проект на лекциях. Спасибо вам большое за все ваши ответы. Мы пока, говорю, ставим галочку, некую интригу оставим, и я расскажу вам, что это такое. А если ну, постепенно как-то будем идти по пути наращивания вот этого чувства. Итак, что происходит с бытом? Ну, всегда есть эксперименты. То есть, с одной стороны, вроде как одной семье одна квартира, а с другой стороны, нужно экспериментировать с образом жизни человека. То есть мы возвращаемся к утопиям с домами-коммунами, которые когда-то были у нас в 20-30-х годах. И мне кажется, именно с точки зрения дизайна, один из самых интересных проектов — это дом нового быта Натана Астермана. Натан Астерман — это был тот человек, который руководил строительством Черемушек, да, 9-го микрорайона Черемушек, который мы с вами видели. То есть он был там не одним архитектором, он руководил строительством разных архитектурных проектных организаций. А здесь вот такой тоже очень интересный его проект, и он больше про некий коммунальный образ жизни. Вот у нас есть два V-образных корпуса, вы их видите, и по центру комплекс общественно-бытового культурного обслуживания. Я вам на всякий случай перечислила все функции, которые должны быть вот в этой перемычке. И что происходит в жилых корпусах? Там есть квартиры. И про квартиры очень внимательно там подумали, потому что они экономичной планировки, то же самое. Но там применили ультрасовременные проекты. И с точки зрения просто мебели и зонирования пространства, что я люблю больше всего. Вы только посмотрите на встроенную кухню интегрированную. Вот она, ну, не один в один, но как-то подозрительно похожа на кухонный элемент, который был придуман для дома наркомфина. И вот он у нас тоже в экспозиции, кстати, в экспозиции музея тоже представлен. Но, представляете, это не просто кухня, это встроенный кухонный шкаф, в котором минимум функций, но в принципе сварить кашу, заварить себе чай вы можете, но устроить вот этот пир на весь мир нет. Но в этом доме это и не требуется. Вы пойдете в столовую, и там будете общаться со своими соседями, что крайне важно для формирования нового здорового общества. Да? Некая коллегиальность. Нужно к ней человека подвести с помощью и архитектуры, и дизайна. Это же это мысль одна из самых ключевых. В эпоху авангарда она тоже была, но там еще сложнее было с производством новой мебели. На самом деле архитекторы и художники, они хорошо понимали, что ты новое общество не построишь только с помощью архитектуры. На всех уровнях должно поменяться вот это бытование. Должны быть лучше дороги, магазины, инфраструктура, новая мебель, новое зонирование. Это все на всех уровнях должно происходить. И это не произошло в 20-е, 30-е. Постепенно все-таки это пытались интегрировать в более позднюю эпоху. И одна из моих любимых тут деталей, во-первых, зонирование пространства с помощью цветочков. Вот сейчас у нас есть всякие дизайнеры, занимающиеся озеленением, часто использующие подобный метод. А во-вторых, посмотрите на картинку, которая получается справа, ну вот так вот подальше. Там есть направляющая такая рельса, да? Но это не с тканью шторка, из более плотной ткани, не плотной ткани, плотного материала. Недавно мне посчастливилось побывать в Институте биоорганической химии на Миклуха-Маклая. Вот там очень похоже тоже используется, с такой, ну практически кожа, что ли. То есть вы так вот оп, ее закрываете. Или открываете, ну, в зависимости от того, что вам нужно тоже. Но это уже более серьезный метод зонирования пространства, но все еще не стена, которая отделяет одну комнату от другой, что, конечно, крайне важно. Помимо мебелировки квартир, о чем там еще думали? Про общественные зоны. Мой дом не только моя квартира. Новый быт — это как можно меньше быта. Это как будто лозунги эпохи авангарда снова немножко переформулированы, они пережили некий ребрендинг, и вот снова эти лозунги у нас используют. Но это, конечно, экспериментальный подход, потому что массовое жилье все равно квартирное. И вот там кинотеатры. Вы смотрите, какая классная фотография. Она, конечно, показательная. Да? Вот молодой человек общается с барышнями из этого дома. Были мелкие столовые на каждом из этажей, помимо крупной, которая в центральном блоке, были еще и столовые поменьше. Ну и кинозалы. Ну, замечательно. И вот в этом идея. У вас хорошая экономичная квартира, но при этом такие прекрасные общественные пространства, что вы оттуда по своей воле добровольно выходите, общаетесь с соседями, вот получается что-то прекрасное. Но совсем экспериментальные проекты у нас были, конечно, в Сенежской студии дизайна. И тут надо сказать, что мы тоже говорим о бумажном дизайне, но более художественном, что ли. Вообще, мне кажется, существовала биполярность. С одной стороны, в НИИТ, да, как такая очень серьезная научная институция государственного уровня, а с другой стороны, Сенежская студия, которая, ну, скорее как творческая лаборатория художников, но художников, думающих про дизайн и реально физическую реальность человека. И вот это с выставки
была выставка, посвященная Сенежской студии. Это вот тоже такой абсолютно урбанистический проект, да, ревитализации территории. Хотя какими-то мелкими предметами изначально они тоже занимались. Вообще, как это было устроено? Почему он называется Сенежской? Ну, потому что это было в Доме творчества, дома отдыха Сенеж. Организатором был Евгений Розенблюм, такой серьезный мастер. Не хочу говорить только художник, мне кажется, что он вмещает в себя намного больше, чем исключительно художественной практики. И вот как это происходило. Это были семинары. Они могли проходить несколько месяцев. Семинар, у тебя там какая-то задача поставлена на этом семинаре, там есть лекции, и в рамках этого семинара должны родиться проекты. Проекты родились, показывают выставку, что это за проекты. И это все как-то комментируется, переосмысляется. Мебельные тоже какие-то мелкие были. У Евгения Розенблюма есть книжка, она такая достаточно сложная, но там очень много фотографий ранних проектов Сенежской студии, и можно посмотреть на, например, вот эти креслица меня очень умилили. Это, конечно, не массовое производство, это вот, все на уровне макетов, таких прототипов, но существует. Из ультрасовременных идей, на мой взгляд, что они делают? Они делают разные павильоны, в том числе и выставочные. И вот мне очень нравится тот, который похож на какой-то организм живой. Вообще у Захи Хадид так аэропорт в Пекине построен очень похожим образом. Там технология, правда, другая, но визуально что-то напоминает. Да? Некая органическая структура, но по факту это навес. Заха Хадид хороший пример, который приходит в голову, но есть лучшее. Вообще весь мир начинает подчиняться, влюбляться в идею мембраны. Облегченной конструкции, легчайшей конструкции. И вот хочется вспомнить фрая Отто, который вдохновлялся нашим инженером Шуховым. И вот в Мюнхене он построил очень похожие конструкции павильона. Или, например, купол тысячелетия. И я там написала такое название покрытия. Сейчас это популярный материал, чтобы подобные конструкции делать. Это материал этилен, тетрафторэтилен или политетрафторэтилен. Это что такое? Сковородочка у вас есть на кухне тефлоновская, какая-нибудь тефалевская, любая, с покрытием? Вот это тефлоновское покрытие, вот теоретически это оно. Вот из такого материала, там немножко другой полимер, можно сейчас делать подобные конструкции. Ну а чтобы не длить агонию, я вам обещала рассказать, что это такое, это музей нефти в Баку. Ну, наверное, невозможно догадаться, хотя когда я вам сказала, вы, наверное, сразу понимаете, откуда источник вдохновения, да? Что когда разливается бензин, то по водичке идут вот эти радужные, как их, полосы, лужи, радуги, и это вдохновляло. Это вот один проект, они не были реализованы. Но мыслит Сенежская студия, конечно, так масштабно и глобально. Мне очень нравится проект Олимпиады-80, который тоже не был реализован на 100%. О чем они говорят? О некой сути, о культурном коде. Массовое вот это мероприятие Олимпиада-80. Нужно оформлять разные городские точки для проведения празднества. И они говорят, давайте сделаем карнавал. Карнавал же в крови у русского народа. Карнавал, условно, там со скоморохами. Ладно, про скоморохов я не знаю, это я додумываю. Но само по себе ощущение ярмарки средневековой такой праздничной должно было как-то радовать людей на Олимпиаду 80. Но опять же, я вам все время в этой лекции чем-нибудь восхищаюсь, но я просто выбрала те проекты, которые меня восхищают, поэтому так и получилось. А последнее, что я вам покажу, это такой условно студенческий проект, но его показали на всесоюзном конкурсе бытовой мебели в 1975 году. Называется он «Мибар». И вот этот проект мне важен, знаете, с какой точки зрения? Он очень интернациональный. Вот сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Значит, в чем суть этого проекта? Типовые элементы из фанеры, которые очень легко собирать в самые невероятные конструкции. Конструкции, оформляющие стены, пол, а главное потолок. Вопрос в том, чтобы нарушить вот эту цельность потолка. Мы привыкли, что потолок плоский. Как-то вот всю историю архитектуры, плоский и плоский. Мы вообще люди, которые подчиняются гравитации. Нам приходится ходить на земле. У нас постоянно четкое очень разделение вот этих вот верха и низа. А дизайнеры во второй половине века, и я говорю сейчас не только про наших дизайнеров, а про дизайнеров в целом. Например, есть проекты Вернера Пантона, которые тоже с помощью мебели пытаются вот эту дихотомию пол-потолок нарушить, чтобы на потолке что-то интересное происходило. Но я вам лучше покажу следующую картинку. В принципе, хорошая же идея. Она может быть спорной и не всем может подходить, безусловно. Но когда у вас книжный шкаф, это подвешенные полки к потолку. И тогда вы нарушаете привычную вот эту векторную модель, к которой мы привыкаем, и ваши интерьеры превращаются в ландшафты. И вот этот вопрос экспериментальный, что интерьер — это ландшафт, это абсолютно интернациональный вопрос. Этим вопросом задаются дизайнеры
даже в скандинавских регионах. И мы такие проекты встречаем регулярно, что, ну, опять же, мне очень нравится, поэтому я вам это показываю. А самое последнее, что я вам покажу, если вам хочется, ну, то есть вы сходили на выставку, и вам хочется еще куда-нибудь сходить, чтобы познакомиться с большим количеством предметов, а может быть, чтобы просто узнать, что есть дома у вас, ваших бабушек, прабабушек, то есть замечательный шоурум, ребята, которые называются Factory 232. И у них не обязательно что-то покупать, это не реклама сейчас, но у них, когда ты приходишь, это практически тоже такое, ну, как ответвление музея. У них очень здорово, они находятся на Электрозаводской, и там можно увидеть очень много светильников. И это, конечно, поражает воображение, потому что их много сразу рядом вместе. Но у меня есть любимый экспонат. Это башни, все. Это вазы из рубинового стекла, такого же, как в кремлевских звездах. Вот. И можно себе такой домой поставить. И я, кстати, могу представить, почему это привлекало советского человека. Ну, что почему ты домой мог хотеть себе такую вазу. И вот на этой кремлевской ноте мы с вами заканчиваем. Спасибо вам большое. У меня все. Да, вопросы, может быть, есть какие-нибудь? Вопросов вроде нет.